прошлой главе у нас состоялся легендарный бой Тихира против Соджо. Первая арка манги Кагурабачи подходит к своему завершению, но чтобы ее конец оказался настолько жестким для главного героя, события только начинают разворачиваться. Грядет аукцион Ракудзачи, где будет выставлена еще одна магическая катана Истинный Удар. Однако, не дойдя к этому моменту, у Тихира уже образовались серьезные проблемы. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу Манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на свете 18 глава манги Кагурабачи, переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. К сожалению, в этот раз никто не поддержал выпуск 18 главы. Фееричная 12-секундная битва первой арки антагониста с протагонистом закончилась безоговорочной победой Тихира Ракухира. Соджо получил фатальное ранение, несовместимое с жизнью, к тому же его магическая катана, рассекающая облака, была уничтожена. Хоть злодей и ставил все на опережающую атаку с отсечением головы, покрывая свое тело в 2 раза большим количеством духовной энергии от допустимого лимита, но Геничи никак не ожидал, что в последние секунды его оппонент на голову превысит допустимое значение высвобождаемой духовной энергии. К тому же в последний момент Ракухира, в отличие от своего противника, все еще выстраивал тактику сражения, из-за чего и смог победить в этом бою. Однако цена всего этого была невероятная боль, ощущаемая даже сильнее, нежели отсеченная правая рука. Сам же Соджо объяснил свой проигрыш тем, что в конце концов катана приняла сторону, отстаиваемую главным героем. Вот только это в корне неверно, хоть протагонисты и злодеи имели полное право трактовать свои варианты использования магической катаны. Но об этом мы поговорим далее в ролике. После сражения Тихира буквально не мог устоять на ногах, и поэтому Сиба с Шалью тут же принялись помогать ему. Однако парня сейчас больше всего волновал полуживой противник, пытавшийся сбежать и спасти свою шкуру. Но Сиба не видел причины его трогать, так как всю полезную информацию он уже раздобыл, а прожить со вспоротыми кишками антагонист долго не сможет. И поэтому Шаль принялась как можно скорее исцелять и восстанавливать руку ее спасителя. Вот только как бы она ни старалась, у нее ничего не получалось. Видимо, сказывались прежние травмы из-за влияния Соджо, но Тихира был благодарен ей и на это, ибо благодаря тому, что она смогла исцелить его поврежденную левую руку, он и смог одолеть этого ублюдка. Однако, по-видимому, утраченная рука ГГ в будущем все-таки будет восстановлена, потому что трудности Шаль с исцелением связаны с плохим контролем духовной энергии. Так что, видимо, Тихира останется с обеими руками, что не может меня не радовать. После чего, закончив миссию, Сиба перенес их всех с помощью пространственной магии. Вот только в это время Геничи все еще был жив, и будучи в таком состоянии, он смог доползти к одному из уцелевших экспериментальных образцах с клетками рода Кёнаги, для того, чтобы попытаться с помощью него излечить свои раны. Но как только он рискнул использовать нестабильный образец, его тело тут же начало будто разрываться на куски. Злодей не понимал, почему все так происходит. Он ведь осознал, как можно было раскрыть силу магической катаны, но даже так ему не удается справиться с воздействием клеток рода Кёнаги. И будучи в агонии, с презрением вспоминая слова своего противника о том, что он даже ни на шаг не смог подойти к пониманию его отца Кунисиги, экспериментальный образец окончательно выходит из-под контроля, и от чрезмерно освобождаемой энергии здание злодея подрывается, унося Соджо с собой в могилу. И хоть спустя несколько дней на собрании элит организации Комунаби была подтверждена смерть Соджо Геничи, но я пока до конца в этом не был уверен, поскольку прямо перед взрывом была замечена некая подозрительная личность, которая тут же скрылась, как только Сиба попытался обернуться. И мне как раз таки кажется, что этот некто мог либо спасти Соджо, либо же забрать уничтоженную катану, рассекающую облака, а как на месте происшествия ее так и не смогли найти, хотя этот клинок могла и забрать и группа Сибы. Но пока все это остается для нас в тайне, и нам придется ожидать момента, пока это не будет раскрыто. На самом же собрании верхушек Комунаби, помимо смерти Геничи
рапорте и отчете о миссии по рассекающего облака, в котором удалось выжить только Мачи Казана и Хагевара Якута, обговаривался также вопрос о магических катанах, которые эта организация стремится собрать все до единой для того, чтобы защитить государство от их разрушительной силы. И все это было организовано неспроста, ведь вскоре, даже при отсутствии Соджа, состоится аукцион Ракудзачи, на котором будет выставлена еще одна магическая катана под названием Истинный Удар. К тому же еще и единственная, которая из всех 6 была запечатана. Камунаби стремились заполучить ее любой ценой, ибо до этого времени их главной проблемой являлся только клинок Рассекающие облака, поскольку его сила была неконтролируемая ими. Ибо оказывается, силу клинков могут использовать лишь истинные владельцы этого оружия, которых связывал контракт на уничтожение жизни или жизни и смерти. И чтобы стать новым владельцем магической катаны, нужно было убить предыдущего. И Камунаби уже выбирали претендента, кто заключит контракт жизни и смерти с катаной Истинного Удара, поскольку остальные владельцы 4 катан с войны Сейтей были под их строгим надзором. Но также на этом собрании всплыла информация о новой 7-й неизвестной магической катане и о ее владельце Ракухира Тихира. И даже когда Азами держал язык за зубами, верхушкой было принято решение открыть охоту на главного героя из-за его магической катаной, которую они также хотят заполучить себе. А на это задание они выделили их сильнейшего мага Хиюки, который они разрешили даже использовать нечто под названием Энкоцу, которое, по-видимому, является серьезным оружием в ее арсенале. Вот это прикол, и это таким образом они говорят спасибо Тихира за то, что он убил сильного владельца магической катаны, который уничтожил почти весь элитный отряд Камунаби, созданный специально для борьбы с подобным оружием. К тому же не показалось ли мне, что один из членов верхушки была уж очень похожа на того, кто был при убийстве Кунисиги. Да что уж там говорить, Хиюки мне сильно собой напоминает Маки Зенин из магической битвы. Что же, поздравляю всех с окончанием первой арки. Кагура Бачи становится все интереснее и интереснее. Да и к тому же Хакадзуна подарил нам свою Маки. Надеюсь, она будет такая же безбашенная. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.